Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы с вами поговорим о теме, которая волнует каждого из нас, о жизни и смерти. Представьте, что существует знание, которое раскрывает процесс смерти так же детально, как и процесс рождения. Эти древние учения, которые предлагают удивительное и глубокое понимание перехода души из одного состояния в другое. Как же происходит смерть? Что чувствует душа, когда покидает тело? Каковы этапы этого мистического процесса и как они связаны с нашей смертью? Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир ведических знаний, где мы раскроем все эти тайны. Оставайтесь с нами, вы узнаете, как ведическое знание помогает нам принять неизбежное и увидеть смерть не как конец, а как начало нового пути. Прямо сейчас ставьте лайк, поддержите нас, не забывайте подписываться и включать колокольчик, у нас много интересной еще для вас информации. Смерть – это тема, которая волнует каждого человека. Мы все когда-то задумывались о том, что представляет собой этот неизбежный этап жизни. Несмотря на все достижения науки и медицины, отменить смерть невозможно. Каждый из нас рано или поздно столкнется с этим явлением. Люди живут так, будто бессмертны, будто смерть никогда не придет к ним. Почему же мы так уверены, что смерть произойдет с кем угодно, но только не с нами? Возможно, мысль о вечной жизни заложена в нас изначально. Этот парадокс можно объяснить с точки зрения психологии, биологии и философии. Страх смерти обычно связывают с неизвестностью. Люди не знают, что находятся за чертой, и это их пугает. Однако в разных древних традициях тема смерти раскрывается, описывая, что происходит после нее. Эти представления не только помогают людям справиться с тревогой, но и дают им надежду и понимание смысла жизни и смерти. Страх перед неизвестностью – это базовая человеческая эмоция. Мы склонны бояться того, что не понимаем и не можем контролировать. Смерть, будучи конечной и неопределенной, вызывает глубокую тревогу. Мы не знаем, что нас ждет после последнего вздоха. Будет ли это конец всего или начало чего-то нового? Ведическое знание говорит о том, что смерть – это процесс, который состоит из 4 этапов, которые аналогичны этапам рождения. Веды также утверждают, что существует 4 вида страданий – это рождение, болезнь, старость и смерть. Эти древние тексты предлагают глубокое понимание человеческого существования и переходов между жизнью и смертью. Ведическое учение описывает смерть как процесс, который проходит через 4 стадии. Эти этапы напоминают стадии рождения, создавая зеркальное отражение жизненного пути. И первый этап – это этап рождения. На этом этапе плод находится в утробе матери, окруженный амниотической жидкостью. Это состояние безопасности и защищенности, где плод получает все необходимое для развития. Далее смерть. И в процессе умирания эта стадия представляет собой начало подготовки к переходу. Душа начинает отделяться от физического тела, чувствуя безопасность и умиротворение перед наступлением критических изменений. Также обращаем ваше особое внимание, что ведическое знание нам говорит также и о 4 видах страданий, которые являются неотъемлемой частью человеческого существования. Первое – это рождение. Рождение считается одним из самых мучительных процессов как для матери, так и для ребенка. Физическая боль и дискомфорт, сопровождающие роды, а также первые дни адаптации новорожденного к новому миру, представляют собой значительное страдание. Далее болезнь. Болезнь приносит физическую боль и страдания. Это состояние, когда тело не функционирует нормально, вызывает тревогу и беспокойство. Веды учат, что болезни – это результат накопленной кармы, и они являются важным уроком на пути духовного роста. Старость связана с постепенной потерей уже физических и умственных способностей. Человеческое тело, которое когда-то было сильным и здоровым, начинает разрушаться, вызывая страдания и дискомфорт. Этот этап жизни требует принятия и смирения.
Смерть – это последний и самый неизбежный вид страдания. Физическая боль, эмоциональные переживания и страх перед неизвестностью делают этот процесс мучительным. Однако, согласно ведическим знаниям, смерть также является и началом нового цикла, и ее страдания можно преодолеть через духовные практики. Ведическое знание подчеркивает цикличность жизни, где рождение и смерть являются взаимосвязанными процессами. Эта концепция помогает людям понять, что смерть – это не конец, а лишь переход к новой форме существования. Основной принцип ведической философии – это карма и реинкарнация. Карма – это закон причин и следствий, который определяет условия будущих воплощений. Деяния человека в текущей жизни влияют на его будущее. Реинкарнация позволяет душе учиться и эволюционировать через множество жизней. Чтобы понять процессы рождения и смерти, нам необходимо знание о том, как устроен человек, включая его энергетические тела. Помимо физического тела у нас есть тонкое энергоинформационное тело, состоящее из ума, разума и ложного эго. Эти составляющие играют ключевую роль в нашем восприятии мира и самих себя. Физическое тело – это та часть нашего существа, которую мы можем видеть и осязать. Оно состоит из органов, тканей, клеток и молекул. Физическое тело подвержено болезням, старению и в конечном счете смерти. Это тело служит нам в материальном мире, позволяя взаимодействовать с окружающей средой. Тонкое тело представляет собой энергоинформационную структуру, которая не видна невооруженным глазом. Оно состоит из ума, разума и ложного эго. Эти составляющие тонкого тела отвечают за нашу психическую и эмоциональную деятельность, а также за наше восприятие и осознание. Ум собирает информацию от органов чувств и действует на основе принципа «нравится-не нравится». Он обрабатывает сенсорные данные, полученные от зрения, слуха, осязания, вкуса и обоняния, и принимает решения на основе эмоциональных реакций. Ум стремится к удовольствию и избегает боли, что делает его похожим на животное инстинктивное поведение. Например, когда мы видим с вами красивый закат, ум воспринимает это зрелище как приятное. Если мы обжигаемся горячей чашкой, ум регистрирует боль и предупреждает нас об опасности. Разум – это более тонкая структура, которая руководствуется принципами «правильно, неправильно» и «хорошо-плохо». Разум анализирует информацию, поступающую от ума, и принимает решения на основе логики и этики. Разум помогает нам различать добро и зло, правильные и неправильные действия. Например, когда мы сами сталкиваемся с моральной дилеммой, разум помогает нам принять решение, основанное на этических принципах, а не на мгновенных эмоциональных реакциях. Ложное эго определяет, кем мы себя считаем. Оно формирует наше отождествление с физическим телом и материальными аспектами жизни. Ложное эго заставляет нас думать, что мы – это наше тело, наши мысли и наши эмоции, а не бессмертная душа. Процесс рождения включает 4 стадии, и эти стадии применимы к процессу смерти, начиная с момента жизни, которая является первой стадией смерти. Понимание этих стадий смерти помогает осознать, что рождение и смерть – это два взаимосвязанных процесса, которые отражают цикличность бытия. Первая стадия – это рождение. Эта стадия начинается с зачатия и продолжается до начала родовых схваток. В это время плод находится в утробе матери, и это состояние можно сравнить с океаном, где плод чувствует себя защищенным и получает все необходимое для своего развития. Он не осознает своего отдельного существования, находясь в состоянии глубокого покоя и гармонии. В контексте смерти океаническая стадия представляет собой начало подготовки души к переходу. Душа начинает отделяться от физического тела, но еще сохраняет связь с ним. Это состояние можно сравнить с ощущением спокойствия и умиротворения перед наступлением изменений. И в ведической традиции процесс смерти описывается через 4 этапа, которые помогают понять, что происходит с душой после того, как она покидает физическое тело. Эти этапы включают ощущение физических изменений, период пребывания рядом с родными, прохождение через туннель света и, наконец, освобождение и подготовку к новой жизни.
На первом этапе человек ощущает тяжесть и остывание тела. Затем наступает резкий нагрев и отрыв тонкого тела от физического. Этот процесс начинается с того, что жизненные силы постепенно покидают тело. Человек может чувствовать, как его конечности становятся холодными, дыхание затрудняется, а сердце бьется все слабее. Понимание этого этапа помогает осознать физические и энергетические изменения, происходящие в момент приближения смерти. В момент приближения смерти кровь начинает отступать от периферийных частей тела, что вызывает ощущение холода в конечностях. Этот процесс продолжается по мере того, как жизненные силы покидают физическое тело. При уменьшении кровотока к конечностям тело начинает остывать. Кровь отходит к центральным органам, поддерживая их жизнедеятельность до последнего момента. Ощущение тяжести возникает из-за снижения мышечного тонуса и накопления метаболитов. Человек может чувствовать слабость, усталость и желание отдохнуть. Этот период часто сопровождается сонливостью и отсутствием интереса к внешнему миру. Внезапный нагрев тела может быть связан с высвобождением энергии, когда душа готовится покинуть физическую оболочку. Этот момент часто сопровождается ощущением яркого света и тепла, что и символизирует начало перехода. В момент смерти может произойти выброс адреналина и других гормонов, что вызывает временное повышение температуры тела. Это может быть связано с последним всплеском активности центральной нервной системы. Ведические тексты описывают это состояние как момент, когда душа готовится к отделению от физического тела. Ощущение тепла и света может символизировать высвобождение жизненной энергии и переход в иное состояние бытия. Когда душа покидает физическое тело, происходит разрыв связи между тонким и грубым телом. Человек перестает чувствовать физическую боль и начинает осознавать себя вне своего материального тела. Этот этап может сопровождаться ощущением полета или парения. С прекращением работы сердца и дыхания клетки мозга начинают умирать, что приводит к отключению восприятия физической боли и других ощущений. Ведическое знание говорит о том, что в момент смерти душа выходит из физического тела через одну из чакр, чаще всего через коронную чакру. Это сопровождается ощущением легкости и освобождения. Осознание этих физических и энергетических изменений помогает нам лучше понимать процесс умирания. Принятие неизбежности этих изменений и подготовка к ним могут уменьшить страх перед смертью и помочь людям и их близким легче переживать этот переход. Родные и близкие могут здесь сыграть важную роль в поддержке человека, проходящего первый этап умирания. Во-первых, обеспечьте тихой и спокойной обстановкой. Это поможет умирающему чувствовать себя комфортнее. Мягкий свет, приятные ароматы, успокаивающая музыка поможет создать атмосферу покоя. Слова поддержки, выражения любви и заботы могут успокоить умирающего. Близкие могут делиться приятными воспоминаниями и благодарностью за проведенное вместе время. Второй этап смерти длится 9 дней, когда душа остается рядом с родными. В этот период душа еще тесно связана с земным миром и часто присутствует рядом с теми, кто был ей дорог при жизни. Вы знаете, это очень важное время как для души, так и для ее близких, поскольку именно в этот период происходит эмоциональное и духовное прощание. Согласно ведическим учениям, после физической смерти душа некоторое время остается рядом с близкими людьми. Она наблюдает за происходящим, ощущая связь с миром, который покидает. Душа может пытаться передать свои чувства и мысли тем, кто остался на земле. Этот период дает возможность родным и близким попрощаться с ушедшим. Люди могут выражать свои эмоции, вспоминать совместные моменты и говорить о своих чувствах. Прощание помогает осознать утрату и начать процесс принятия. Поэтому говорите с душой, выражая свои чувства и мысли. Делитесь тем, что осталось несказанным при жизни. Это может быть признание в любви, благодарность или прощение. Проводите время рядом с телом умершего, если это возможно. Ощущение физической близости может помочь в процессе прощания и создания эмоциональной связи.
В ведической традиции существуют многочисленные ритуалы, которые помогают душе в этот переходный период. Эти обряды направлены на успокоение души и ее подготовку к следующему этапу. Именно эти ритуалы создают атмосферу покоя, принятия и поддержки. Поминки – это важная часть ритуалов, когда близкие собираются, чтобы почтить память ушедшего. В ходе поминок произносятся молитвы, призванные успокоить душу и помочь ей перейти в другой мир. В течение 9 дней проводятся специальные молитвы и обряды, направленные на очищение души и помощь в ее переходе. Эти практики помогают создать защитное энергетическое поле вокруг души и поддержать ее в этот трудный период. Также родные и близкие также играют очень важную роль в этот период. Близкие могут выражать свои чувства через слезы, воспоминания и слова прощания. Эти выражения помогают им осознать утрату и начать процесс исцеления. Третий этап смерти длится 40 дней, когда душа проходит через туннель света. Этот период символизирует переход от земного существования к духовному миру. Процесс этот важен для дальнейшего пути души, так как он позволяет ей осознать свое прошлое и подготовиться к следующему воплощению или к пребыванию в духовном мире. Видение туннеля света часто упоминается в околосмертных переживаниях. Люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают о движении через длинный темный туннель к яркому свету. Эти описания удивительно схожи между собой, независимо от культурного или религиозного контекста. Туннель света символизирует божественную энергию и принятие. Свет в конце туннеля воспринимается как свет любви, мира и блаженства. Он олицетворяет высшую силу, которая принимает душу и помогает ей перейти в новый этап существования. Движение через туннель света сопровождается ощущением освобождения от земных забот и страданий. Душа здесь ощущает, как она все дальше удаляется от физического мира и приближается к духовному свету. Этот этап представляет собой процесс, когда душа освобождается от материальных привязанностей и начинает осознавать свою духовную природу. Проходя через туннель света, душа ощущает мир и покой, готовясь к следующему этапу. В течение этих 40 дней душа пересматривает свою жизнь, анализируя свои деяния, мысли и чувства. Этот процесс аналогичен просмотру фильма, где душа видит все важные моменты своей жизни, включая поступки, которые она совершила, и их последствия. Пересмотр жизни сопровождается глубоким эмоциональным осознанием. Душа переживает моменты радости и гордости за свои добрые дела, а также сожаление и боль за ошибки и грехи. Это время, когда душа осознает свои деяния и их влияние на других людей. Согласно ведическому знанию, каждое действие имеет свои кармические последствия. Душа анализирует свою карму, понимая, какие деяния привели к положительным результатам, а какие к негативным. Это осознание помогает душе понять свои уроки и подготовиться к следующему воплощению. Этот этап также дает душе возможность переосмыслить свое существование и найти новые цели и смыслы. Душа может понять, что она должна сделать в следующем воплощении, чтобы продолжить свой духовный рост и исправить ошибки прошлого. Пересмотр жизни помогает душе планировать свое будущее воплощение. Душа может выбрать новые цели и задачи, которые помогут ей развиваться духовно. Этот процесс планирования включает выбор будущих родителей, жизненных условий и кармических уроков, которые нужно ей пройти. Для тех душ, которые достигли высокого уровня духовного развития, этот этап может стать подготовкой к освобождению от цикла рождения и смертей. Душа осознает свою истинную природу и готовится к переходу в высшие духовные сферы. Четвертый этап – это освобождение и подготовка к новой жизни. Этот этап завершает цикл смерти и начинает процесс подготовки к новому воплощению. Понимание и осознание этого этапа помогает принять неизбежность смены состояния и увидеть в смерти не конец, а продолжение духовного путешествия. После прохождения туннеля света душа достигает состояния освобождения. Она больше не связана с физическим телом и может двигаться свободно в духовном мире. Это состояние можно сравнить с ощущением свободы и легкости. Душа осознает свою истинную природу и освобождается от земных привязанностей и страданий.
В этом состоянии душа ощущает полное освобождение от физических ограничений и боли. Она больше не связана с телесными нуждами и страданиями, что дает ей чувство легкости и покоя. Душа осознает свое положение в духовном мире и может воспринимать реальность с новой точки зрения. Ее сознание становится ясным и чистым, что позволяет ей воспринимать божественную энергию и свет. Ведическое знание утверждает, что душа проходит через процесс подготовки к новому воплощению. Она выбирает свои будущие условия жизни в соответствии с накопленной кармой. Этот этап включает выбор будущих родителей, места и времени рождения. Душа анализирует свою прошлую жизнь, оценивая накопленную карму и уроки, которые ей предстоит усвоить. Эта оценка помогает душе понять, какие жизненные условия необходимы для ее дальнейшего духовного роста. Душа выбирает своих будущих родителей, место и время рождения, исходя из кармических потребностей и задач. Этот выбор позволяет душе создать условия для максимального развития и самосовершенствования в следующем воплощении. Душа планирует свои кармические уроки и их задачи, которые ей предстоит пройти в новой жизни. Эти уроки помогают душе развиваться и эволюционировать на духовном пути. Подготовка завершается, и душа начинает новый цикл жизни. Она входит в новое тело и готовится к следующему воплощению, продолжая свое путешествие по пути духовного роста и самосовершенствования. Душа входит в тело нового существа, которое начинает свою жизнь на Земле. Это тело обеспечивает физическую оболочку для души, позволяя ей взаимодействовать с материальным миром. С рождением нового тела душа начинает свой новый жизненный путь. Она приносит с собой все накопленные знания и опыт, которые помогают ей пройти через кармические уроки и задачи. Душа продолжает свое духовное путешествие, стремясь к самосовершенствованию и освобождению от цикла рождений и смертей. Каждое новое воплощение – это шаг на пути к высшему состоянию бытия. Итак, мы рассмотрели с вами 4 этапа смерти, как это описано в ведических учениях. От первых физических изменений до освобождения и подготовки к новой жизни. Эти стадии помогают нам лучше понять неизбежный процесс перехода от одного состояния к другому. Осознание этих этапов позволяет нам принять смерть с мудростью и спокойствием, осознавая, что это не конец, а начало нового пути. Жизнь и смерть – это две стороны одной медали, и каждое новое воплощение предоставляет нам возможность для духовного роста и самосовершенствования. Важно помнить, что принимая и понимая эти процессы, мы можем жить более осознанно и полноценно, ценя каждый момент своей жизни. Надеемся, что это помогло вам лучше понять и принять неизбежность смерти, а также подготовиться к этому важному этапу с мудростью и спокойствием. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео о духовных практиках и ведических знаниях. До новых встреч, услышимся в следующем видео.